сделать процедуру для рук. Как мы назовем ее? Как мы назовем? Не знаю, давай подумаем. А как мы называли ее в первом нашем пилотном варианте? Как у вас, девочки, спрашивают, можно ли делать руки? Можно ли делать кисти рук? Угу. Ну, вообще это биоревитализация для рук, по сути. Да, да. Так, продолжаем отвечать на вопросы наших пользователей Mesoform Pro. Очень часто девочки спрашивают, можно ли делать процедуру для рук. Вот, можно и даже нужно. Притом мы можем делать биоревитализацию для рук. Начинаем мы с подготовки. Для этого мы используем тоник с АХ-кислотами Дермодиаль. Он работает как мягкий кератолитик. Смягчает кожу рук, осветляет кожу рук. То есть вообще для чего нужна процедура биоревитализация с Mesoform Pro? Это процедура, которая наполняет кожу гиалуроновой кислотой, уменьшает пигментацию на кистях рук, улучшает их цвет и, соответственно, кожа более упругая, плотная в этой зоне. Можно подниматься до рукавчика, но мы сделаем вот эту вот зону кисти и запястья. Тоником прорабатываем в течение 2-3 минут. Если вы ощущаете еще дополнительную сухость кожи, то вы также можете работать по поверхности ладошек. Кстати, учитывая все наши современные технологии, это мобильные телефоны, длительное пользование мышкой компьютерной, есть определенная усталость в кисти правой руки. Соответственно, проведя процедуру с Mesoform Pro, вы почувствуете даже такое определенное улучшение в зоне кисти. То есть нет там не менее, но это знают ребята, которые компьютерщики, да, эти все ощущения. Так, дальше мы включаем аппарат. На аппарате мы ставим минус. И время воздействия 15 минут. Это 15 минут на одну кисть? Это на общее время воздействия будет у нас на 2 ручки. Наносим филлер с фрагментированной гиалуроновой кислотой. Я уже начала наносить его. Угу. Такой капельки будет достаточно. Нажимаем кнопку «Старт». Покажи еще раз капельку. Ну, такая большая капля. Да, этого достаточно будет для того, чтобы мы поработали вот эту вот историю, потому что здесь у некоторых девочек, особенно если совсем сухая кожа, здесь собирается складочка. Ну, у вас там все классно, там ничего не собирается. И проводим процедуру до полного внедрения фрагментированной гиалуронки. Захватываем пальчики, особенно уделяем внимание фалангам пальчиков. И протягиваем до запястья. Приятно. Есть такие легкие, как импульсы, да? Чувствуется что-то? Ну, я в районе суставах пальцев я чувствую такую вибрацию. Угу. Когда вот Притом у нас там интенсивность до единицы даже, по-моему, выставлена сейчас. Меньше, чем 0,5, да. Процедура общая, как мы уже проговорили, это будет по времени 15 минут занимать, а эффект от нее уже прям будет радовать вас сразу. Что еще мне нравится, что после этой процедуры такая более плотная кожа, помимо цвета, да, еще уплотняется текстура кожи. А вот по движениям, как ты движешься? По движениям. Мы начинаем движение от кончиков пальцев и к центру. Ну, вначале это у меня были движения, да, такие спиралевидные, потому как я распределила филлер-гель. А дальше мы стараемся продвигаться от кончика пальцев к запястью. И вот в этой зоне, где периодически собираются складочки, потому что здесь достаточно таки динамически активная область, мы делаем такую, как завиток. Угу. И большой пальчик. Далее 8 у нас идет.
То есть филлер нам что касается рук, он нам что даст? Филлер это в данном случае мы используем филлер с фрагментированной гиалуронкой дермодиаль как биоревитализант. То есть девчонки, которые применяют этот препарат для лица, они знают, что он может работать как филлер в качестве заполнения, например, там носогубных складок, лучиков у глаз. Для рук мы используем его как биоревитализант, то есть для общего улучшения состояния кожи. То есть это цвет, это текстура, это гладкость и в общем, свежесть кожи рук. Плюс, если есть определенная сезонная сухость, например, рук, либо это постоянная сухость рук, то филлер, он, в принципе, накопительный эффект у него есть. С этой сухостью он также справляется. Но, конечно же, не с первой процедуры. Здесь мы будем еще праймер подключать для работы с сухостью рук. То есть, если подытожить, да, это именно улучшение качества кожи, уплотнение кожи, уменьшение пигментации, то есть осветляется кожа, и устранение сухости, работа с сухостью, то есть восстановление защитной функции кожи и гидробаланса. А сколько мы вводим филлер по времени на одну руку? Где-то минут 5. Акцент на филлер у нас идет в этой процедуре, так как это биоревитализация кистей рук. По праймеру мы там буквально по 3 минутки еще сделаем каждую руку. Таймер нам даст обратный отсчет, что прошло 5 минут, и можно будет переходить на проработку в биполярном режиме, и будем использовать праймер. Еще вот здесь очень хорошо прорабатывать вот эти участки. А как часто нужно такую процедуру делать? Биоревитализацию кистей рук хорошо выполнять курсом. Курс процедур через день от 7 до 15. Если это с профилактической целью, то в принципе одной процедуры раз в 10 дней будет вполне достаточно. Если вы прям вот чувствуете, что очень сильно сухие руки, переходим на второй режим. Один момент, и я сейчас продолжу рассказывать. Используем дальше праймер. Я поменяла сейчас режим на аппарате. Праймер гель дермодиаль. Так, сейчас покажу вам, какая капля нам нужна. Да. Вот этого будет для кисти руки одной достаточно. Интенсивность лучше сделать вначале поменьше, так как это более сильный режим в плане ощущений. Да, чувствуется так. Но это мы сейчас делаем на версии Professional. Да, хорошее, кстати, замечание. Эту же процедуру самостоятельно, мне кажется, выполнять тоже очень, не кажется, я реально это делаю, то есть это очень удобно, когда есть версия Advanced, и ты сделал, например, работал целый день, сделал много процедур своим клиентам, часто мыл руки сухие, обрабатывал антисептиками, и очень прям хочется сделать эту процедуру себе. Тогда я использую версию Advance и такую процедуру для кисти рук по устранению сухости и улучшению качества кожи очень быстренько можно сделать. Мне кажется, уже есть изменения. Если есть какие-то ранки, порезы, либо, допустим, там заусеница, то есть любая какая-то была травма, конечно же, в этой зоне будет интенсивно ощущаться импульс, и если совсем некомфортно, то лучше обходите тогда эту зону, либо, в принципе, если достаточно таки комфортно, то можно на это не обращать внимания, скажу вам так, да, потому что вот процесс заживления будет ускоряться. Слушай, а руки с лицом можно совмещать в один день?
В один день нежелательно выполнять такую большую, скажем так, процедуру для лица и рук, либо вы должны тогда разграничить время. У вас общее воздействие должно составить 25 минут. Вот если вы сможете сделать лицо за 15 минут и руки за 10, то вполне возможно, да, объединять. Но лучше чередовать, потому что лицо же мы тоже не делаем каждый день, Да. даже когда делаем Да. курс. Я не знаю, что по эффекту, но мне по ощущениям очень приятно. Тоже 8 выполняем. То есть, по сути, у нас по проработке кисти рук идет два таких движения. Вначале, когда наносим гель, да, большая капля, вот мы ее показывали, мы распределяем гель круговыми движениями по зоне обработки. То есть, это кисть и пальчики. Еще до запястья можем подниматься. И второе наше, да, и потом уже сами движения идут от кончиков пальцев к кисти. Линейно возвращаемся обратно. Ну ты просто немножко больше давления, когда ты идешь в сторону кисти руки. Угу. Да, когда ты возвращаешься, ты просто скатываешься, да, без нажима. Угу. И дальше у нас идет 8. Можно 3 раза повторять по каждому из пальцев, захватывая зону запястья. Так, и еще вот здесь. Думаю, сделаем еще один проход, и можно будет переходить на вторую руку. Остатки препарата мы вначале снимаем салфеткой, а в завершении процедуры, конечно же, мы будем смывать гель. Смывать? Обязательно смывать, так как это все скатается, а нам в конце еще нужно нанести крем. Крем будем наносить сатин крем увлажняющий Дермодиаль. Сейчас он у нас в большом флаконе есть. Можно его использовать и для рук. По ощущениям очень приятно. Угу. Смываем? Да, а вторую руку?